Как вообще проходит рабочий день у астрофизика? А, Интересно. И по-разному. Телескоп заглядывает на край Вселенной и видит то, чего мы не ожидали. Как вы относитесь к теории темного леса? Наверное, настало время, когда, собственно, пора сказать, а что же это такое. То есть, вывод какой, что тогда получается вот этот большой взрыв, такой. возможно, и не небольшой взрыв? Ну вот уже начинаем делать выводы. Да, может быть, большой взрыв, небольшой взрыв. То есть, подождите, вообще вся гравитация это просто некие следы влияния соседних вселенных. А мы сказали, вот есть темная материя, вот есть темная энергия. Все объяснили. А что дальше? Но если мы поломаем законы физики, это будет чудесно. Вот. Это будет очень интересно. Это будет очень интересно, да. Вот. Но то обстоятельство, что мы сегодня задаем такие вопросы, о которых какое-то время назад мы и помыслить не могли, внушает оптимизм. В последнее время у блогеров, у журналистов, вообще отовсюду у нас звучат столько тревожных моментов. То нас затянет в черную дыру, то аттрактор великий, да, что-то там сделает с нашей планетой, то вспышки на Солнце. Мы постоянно находимся, то какой-то метеорит прилетит. Мы постоянно находимся в чувстве тревожности. И чтобы разобраться в этом, я на свой канал «Элементалика» с Таней Азаровой пригласила астрофизика, сотрудника лаборатории Science Lab Университета Беркли в Калифорнии, который участвовал в более 50 проектов и миссий НАСА. Сегодня у нас в гостях Владимир Геннадьевич Афанасьев, астрофизик, самый настоящий, самый научный, и мы разберемся, что вообще из того, что происходит сейчас такого страшного, правда, а чего нам вообще, может быть, стоит расслабиться и ничего не бояться. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Ничего бояться не надо. Это мой был следующий вопрос. Что вообще из всего этого представляет какую-то реальную опасность? Вы уже говорите, что бояться нам ничего не надо. Бояться ничего не надо. Наверное, мы не знаем того, что представляет реальную опасность. Если мы что-то знаем, то это уже, наверное, не опасно. Так? Вот. По крайней мере, в черную дыру нас не затянет в ближайшее время. Больших астероидов пока не предвидится, но это дело такое, непредсказуемое. Вспышки на Солнце мы переживали, и недавно было, так что переживем еще раз, так что, в общем, все в порядке, все хорошо. Вот. Хорошо, спасибо. Теперь со спокойной душой мы можем продолжать погружаться в науку. Вопросы мои будут, возможно, несколько дилетантские, да, сегодня, но я думаю, что иногда из таких вопросов какие-то, может быть, даже возникают интересные новые теории. Как вообще у нас сейчас дела обстоят в науке? Потому что тоже такие разносторонние мнения, и мы с вами немножко обсуждали, да, что сейчас все по-разному считают. Какое ваше мнение? Что сейчас у нас в науке происходит? В астрофизике. В астрофизике. Мне кажется, сейчас мы переживаем один из самых интересных моментов в астрофизике. Так, он прекрасен. В основном вот почему. Астрофизика как наука сформировалась примерно 100 лет назад, была определена как наука. За это время накоплено довольно много данных. Часть из них понятна, часть из них не очень понятна. Сформированы теории, которые очень хорошо работают. Прекрасные теории работали и работают до сих пор. Но интересный момент, который мы сейчас переживаем, и почему люди, собственно, так вот возникает такая реакция. Сумма накопленных знаний показывает, что мы подходим к некой границе познанного. Так, то есть наши теории распространились практически на всю Вселенную, ее прекрасно описывают. Но как только мы подходим к границам Вселенной, то наши теории отказываются работать. И многими это воспринимается как, о боже мой, это кризис в астрофизике, кризис в науке, кризис в космологии. То есть на самом деле, простыми словами, кризиса такого нет, но проходит такая натуральная фаза, натуральная стадия развития науки, когда сумма накопленных знаний, видимо, подходит к моменту, когда надо уже пересматривать существующие, может быть, основы, какую-то существующую парадигму, чтобы те модели, которые были бы вновь созданы, расширили наше понимание. Так? И мы смогли бы объяснить новые факты, которые мы наблюдаем. Поскольку мы двигаемся вперед, астрофизика двигается вперед,
и оставляет за собой довольно много таких областей темных, а, которые очень удобно объявить темными. Так, это темная материя, темная энергия. Мы вводим эти концепции, и они замечательным образом позволяют нам объяснить широкий спектр наблюдаемых явлений. Но, наверное, настало время, когда, собственно, пора сказать, а что же это такое? Так, то есть это очень комфортно. Мы сказали, вот есть темная материя, вот есть темная энергия, все объяснили, а что дальше? Так? Потому что мы не можем объяснить, а что это такое темная энергия, темная материя. Возникает определенное напряжение. И, кроме того, даже вот эти теории, которые мы с помощью вот этих сущностей темных объяснили, они тоже доходят до какого-то предела, может быть, до первых минут существования Вселенных или до первых там сотен тысяч лет существования Вселенной. Дальше сложно, так, потому что эти теории уже не работают. Ну или когда мы пытаемся работать с этими теориями, мы приходим к абсурдным результатам. Также эти теории работают до определенного предела масс тел гравитирующих, и, так сказать, доходим мы к пределам понимания черных дыр. И если мы не останавливаемся на этом пределе, мы падаем в сингулярность, возникает абсурд, и люди говорят, о боже мой, теория совершенно неправильная. Да? Искусство должно заключаться в том, искусство ученого, если оно есть, чтобы вовремя остановиться. Да? То есть у нас есть прекрасная теория, она описывает массу наблюдаемых явлений. Мы подходим к краю, например, к черной дыре, и, на мой взгляд, вот в этот момент надо сказать, хорошо, вот он край, граница. Мы просто не знаем, что дальше. То есть наши теории не работают. Ничего в этом страшного нет. То есть это не то, что теория неправильна, не то, что она опровергнута. Вот мы просто подошли к краю этого понимания. Так? Значит, что надо сделать? Надо разработать новое расширение этой теории как-то, чтобы пройти вглубь вот этих таинственных объектов, вглубь времени, вглубь пространства. А способны ли вообще когнитивные способности современного человека Да. уйти куда-то? Потому что мы же все равно заточены на математику. То есть то, что Ну, мы не можем посчитать, то, что мы не можем понять, ну, по крайней мере, ученые, или там показать какими-то приборами, или что-то увидеть воочию, то этого, значит, и не существует. То есть вот способны ли, где у нас такие сейчас новые какие-то э, грани, да, нашего сознания того, чтобы это увидеть, понять? я оптимист. Я думаю, что мы способны. Просто если посмотреть на историю развития науки там, за последние сотню лет, может быть, когда вот она оформляется как такая наука, э, то человечество постигло совершенно фантастические вещи. Да? Вот. И там, 100 лет назад мы даже не могли мыслить как человечество, как наука, о том, чтобы задать вопросы вот там про черные дыры, про расширение Вселенной. Мы просто этого не знали. Да? Вот. Прогресс, сегодняшний прогресс понимания нашего, уже в том, я вижу, что мы стали способны задать этот вопрос. Да? Вот. То есть отсутствие прогресса – это отсутствие возможности задавать вопрос. Так? Когда нам как будто все ясно, это уже нет прогресса. Так? Вот. Но то обстоятельство, что мы сегодня задаем такие вопросы, о которых какое-то время назад мы и помыслить не могли, внушает оптимизм. Так, потому что когда вопрос задан, ну, рано или поздно ответ найдем. Так? То есть люди способны понять фантастические вещи через математику, да, в начале. И сейчас есть концепции, которые... Вот я разговариваю с людьми, они говорят, математика работает как, что на самом деле происходит, мы не знаем. Ничего страшного. Вот, я тоже, может быть, не все понимаю. Так? Вот. Мы поймем. Так все-таки человеческий ум достаточно гибок и широк в этом отношении. Я оптимист. А, Тогда еще такой вопрос. Все-таки сейчас вот в науке в какое-то время, в каком-то периоде у нас космология превратилась в некую гонку. Это были даже больше там не исследования, а как бы, ну, там соревновались между собой страны, да, кто быстрее, кто что. То есть вот сейчас, в данный момент, как это обстоит, ну, может быть, вы в Сейчас. курсе, в разных странах, ну, с Да. наукой. И это действительно ли сейчас исследование? Или все таки где-то кто-то хочет кого-то просто победить, что-то там сделать первым, хотя это может быть даже далеко от самой цели какой-то, того, чего мы хотим достичь и понять?
Вы знаете, вот я не ощущал гонки в Мгм. космологии, так. Мгм. Мы ощущали гонку в космических исследованиях. Это Мгм. это было, так. Вот. Космология все-таки это фундаментальная наука, так. Это не столь прикладная вещь. И, так сказать, еще надо постараться найти смысл прикладной в космологии. Вот. И поэтому я не ощущал гонки именно в космологии. Так. То есть мы видели гонку в космических исследованиях, да, конечно. Вот. В космологии, в принципе, вообще сама по себе, как вот фундаментальная наука, это очень международная интернациональная вещь. Так, то есть все крупные замечательные проекты и открытия последних 100 лет а, весьма международные. Так, то есть это очень большие коллективы. То есть сейчас проекты стали настолько сложны, что, так сказать, там какой-нибудь один даже замечательный ум а, вряд ли сможет все это понять, потому что нужна еще техническая подкладка под это дело, нужны эксперименты. Вот. Но даже замечательный ум, как Эйнштейн, например, если мы посмотрим, как шла наука, он работал же не один. Так, то есть он сотрудничал и переписывался с учеными, может быть, не очень большим коллективом, это все-таки теоретическая была область, но с большим коллективом ученых из разных стран. Из Причем Бельгии. со многими, с которыми он был даже не согласен. Да, Со ему как бы многими да. он был не Мгм. согласен. Сначала соглашался, Мгм. потом не соглашался, потом они снова спорили. Это совершенно нормально. Так вот. И тут я не вижу элементов такого вот соревновательности, так, потому что тут как бы все-таки все продвигают. Я больше вижу элементы кооперации, по крайней мере, Мгм. в этой области. Так, вот, то есть все как бы продвигаются к цели, и каждый один, наверное, не сможет в одиночку продвинуться к цели. Потом, кто получит Нобелевскую премию, это, конечно, интересный вопрос. Тут же Здесь уже начинается, включается нюанс начинается Оскара, политика, да. да, Мгм. нюансы и все прочее. Вот. Ну, до этого еще, наверное, это не так часто случается. Вот. Ну, тут уж приходится разбираться. Но, Можно такой немножко бытовой вопрос? Как да. проходит день астрофизика? Вот на работе. То есть, Да. может быть, кто-то сейчас мечтает стать, молодежь астрофизиком. Как вообще проходит рабочий день у астрофизика? А, Интересно. И по-разному. Так, значит, если кто-то мечтает, давайте, полно вперед. На самом деле есть несколько типов работ, проектов и типов людей. Значит, некоторые люди больше увлечены теоретической стороной и как бы одиночки. То есть они могут работать из дома. Так и как проходит их рабочий день, наверное, в пижаме, там, сидят за чашечкой кофе, за Ждут компьютером, что. озарения, да? Ну, даже не надо, нет, нет, нет. Ждать озарения здесь не нужно. Здесь озарение — это редкая штука. Так. То есть есть задачи, их надо решать. Так. То есть, но такая космология в том прикладном, в таком широком смысле, которым я занимался, в общем, это в большой степени экспериментальная наука. Так. И поэтому у рядового космофизика так, одновременно идет несколько проектов. Вот. А, И работа идет в лаборатории, одновременно несколько проектов. Один проект может находиться на стадии разработки, проектирования, понимания концепции. Мы можем думать, а какие приборы нужны, какие нужны данные собрать для каких-то данных, для какого-то, так сказать, эксперимента. Другой проект уже готов к выходу. Это может быть прибор какой-то, его надо калибровать, его надо, так сказать, понимать, как он работает, проверять. С предыдущего эксперимента данные уже собраны. Их надо обрабатывать. Так? То есть набор данных, это какие-то там записи, компьютерные какие-то файлы, какие-то архивы данных невообразимых масштабов. Их надо обработать. И потом на основе всего этого написать статью. Желательно 3, потому что одно про подготовительные работы, одно, значит, про то есть, как мы готовим что-то к запуску и результаты. То есть вот эти 3 проекта, как минимум 3, у астрофизиков одновременно находятся в поле зрения. Так? Значит, как делить время между этими проектами? Вопрос сложный, так, зависит от приоритетов, дедлайнов, финансирования в том числе. Вот. Ну вот обычно, да, то есть приходим, сначала занимаемся одним проектом, потом, значит, что-то возникает, переключаемся на другой, привозит какое-нибудь оборудование, переключаемся на третий, не успеваем, значит, статью написать. Вечером, ночью будем писать в выходной день. Вот. Ну так, вот. Вот так проходит одновременно несколько потоков. Хочу спросить, вот, рождение
планеты или рождения звезды, вот этот сам факт, он был кем-то запечатлен, или это все-таки какая-то теоретическая часть, которая была только рассчитана математиками? Нет, было, да, да, Мгм. да, да, да. Вы можете Этот рассказать? процесс, да, ну, то есть это длительный процесс, да, то есть это процесс рождения звезды или планеты, процесс длительный, это тысячи, сотни, миллионы лет, может быть. Так. Поэтому у нас пока не набралось опыта, чтобы мы сидели, смотрели, так сказать, в одну точку, увидели, оп, планета появилась. Но у нас большой статистический материал. Так. Мгм. Поэтому, глядя на различные объекты Вселенной, ученые смогли определить, например, эпизоды образования звезд в разных фазах. Так. То есть мы видим, может быть, какие-то гигантские газопылевые облака, которые просто рассеяны. Потом мы видим те же облака, но уже в другом месте, похожие облака, но они уже более плотные. Потом мы видим, как в этих облаках образуются сгустки, опять в каком-то третьем месте. Так? Вот. Потом мы видим, что в этих густках начинается реакция, оттуда идет какие-то излучения. И мы говорим, это протозвезды. Да? То есть это вот там рождается звезда. Может быть, пройдет еще миллион лет, но вот сегодня мы видим вот это. Так? И, наконец, мы видим, как зародившаяся звезда расчищает пространство вокруг себя от вот этих остатков газа, пыли, из которых она, собственно, зародилась. Так вот, снимки телескопа Хаббл, типа вот Pillars of Creation, показывают нам вот этот прекрасный момент, когда вновь рожденные То есть звезды это все-таки есть, своими да? потоками, Мгм. да, своими потоками расчищают м, остатки вещества, из которого они образовались. То есть мы не видим, мы не можем кино снять, Мгм. вот, но мы видим отдельные кадры в Отдельные разных этапы, местах, да, разные этапы которые этого можно дела, собрать да. воедино. Мы видим пропланеты, там, проплиды какие-то, то есть как сгустки вещества, газа и пыли, и интерпретируем их как протопланеты. Так. Мы научились уже фотографировать пылевые, газопылевые диски вокруг удаленных звезд, и в них есть какие-то сгущения. Так, и мы интерпретируем это как вот протопланетные диски, из которых через там, несколько тысяч лет или там сколько лет формируются натуральные планеты. Так? Вот. То есть мы не видим кино, но мы видим кадры. Вот. Мгм. И я вот, обратите внимание, я все время говорю такие слова. Мы интерпретируем эти данные как какой-то момент образования звезды или планеты или там что-то еще. Это важно, так? Потому что... Кстати, в науке, да, вот я часто к себе Да. приглашаю ученых. Недавно был египтолог, и он Мгм. тоже нам рассказывал, что язык или что-то, какие-то вот любые исследования можно только интерпретировать. То есть все Да. равно В никогда соответствии точно с не... существующими моделями, да. У нас есть модель образования звезд из планет из протопланетных дисков или звезд там, из каких-то сгущений туманностей. Вот. И мы понимаем, что в рамках этих моделей вот те объекты удивительные, которые мы наблюдаем в космосе, можно интерпретировать как различные фазы этого процесса. Так? Мгм. То есть в этом смысле ответ «да», мы их видим в рамках нашей интерпретации. Тогда у меня следующий вопрос. У нас же постоянно существуют уже какие-то такие фундаментальные открытия, которые уже ну, кем-то там серьезными учеными уже открыли, все это обосновано, кто-то даже премии получал. А есть ли такие сейчас факты вот в связи там с новыми исследованиями, то, что вообще обнуляет какие-то старые такие вот серьезные открытия? То есть, может быть, что-то расскажете об этом интересного? Ну, я бы не сказал термин «обнуляет», я бы не использовал. Я бы сказал, расширяет наше понимание. Так? Да, конечно. Значит, а, совершенно замечательные данные мы получаем сейчас с новых телескопов, в частности, телескоп Джеймса Уэбба, запущенный несколько лет назад, который в инфракрасном диапазоне смотрит на самый дальний край Вселенной. Так, то есть мы сейчас смотрим То, в что ту... возможно вообще увидеть с нашими приборами, да, которые существуют. Практически да. То Мгм. есть мы достаточно далекий инфракрасный свет. Мы примерно видим первые сотни тысяч лет после большого взрыва, после интерпретации, после того события, которое мы интерпретируем как большой взрыв. После большого взрыва, скажем так. Обожаю это Вот. слово интерпретация. Это прям Да. лучшее. Ну, Да, да, потому что это модель, да, да. и она очень хорошо описывает наблюдаемые обстоятельства. Вот, но мы запускаем телескоп Джеймса Уэбба.
большой, замечательный, 6,5 метров в инфракрасном диапазоне, потому что мы понимаем, что все к нам приходит, то, что приходит с края Вселенной, будет в инфракрасном области спектра. Мы туда хотим посмотреть. Вот. И, в принципе, можно было ожидать двух результатов таких, грубо говоря. Один результат, что замечательный телескоп, на который потрачены замечательные деньги и много лет трудов, показывает нам все, что мы знаем, и подтверждает наши замечательные теории. Например, о том, что в первые тысячелетия, миллионлетия после Большого взрыва Вселенная была хаотическим, суматошным, так сказать, пространством, в котором были какие-то первые звезды, какие-то примитивные, может быть, сгущения звезд, какие-то, значит, обрывки хаотических галактик, остатки вещества, которое, значит, породилось при Большом взрыве. И если бы это произошло, то все сказали бы: окей. Вот кто-нибудь мог бы сказать: а что мы столько денег потратили, так сказать, на то, чтобы подтвердить, что, в То, общем-то, что уже уже знаем, да. было, мы понимаем. Но, посмотрите, это не произошло. Так? Уже Деньги интересно. потрачены не зря, да. То есть телескоп заглядывает на край Вселенной и видит то, чего мы не ожидали. Так? То есть мы видим, в первую очередь, мы видим то, что там уже объекты сложной структуры. То есть там видны галактики, которые уже вполне спиральные себе галактики. Так. Мы видим объекты, которые можно интерпретировать как массивные черные дыры. Вот. И вообще какое-то упорядоченное, так сказать, существование вещества вместо того хаотического, примитивного состояния, которое должно было бы длиться там первые, не знаю, миллиард лет после Большого взрыва. А мы видим уже структуру. Так. Это удивительно совершенно. Так. Поэтому, значит, это хорошо. Безусловно. Так. Деньги потрачены не зря. То есть, Но вывод какой, что тогда, получается, вот этот большой вывод взрыв, такой. возможно, и не небольшой Ну, взрыв? вот уже начинаем делать Мгм. выводы. Да, может быть, большой взрыв, небольшой взрыв. То есть, подождите. Мгм. Значит, Давайте, значит, интересно. наблюдательный факт, да, Мгм. наблюдательный факт, что мы видим структуры более сложные, чем те, которые мы ожидали, так, в соответствии с какими-то существующими моделями, которые очень хорошо работают на всех остальных промежутках времени. Так. А в этом промежуточке, где мы, значит, они не очень хорошо работают. Вот. Но это как раз то, что мы говорим. Мы подходим к границе нашего познания. Так? А вот теперь появляются всевозможные гипотезы. Так? Значит, можем интерпретировать. Значит, мы считали, что Вселенная 13,8 миллиарда лет по соответствии с нашими моделями. Вот. Но для того, чтобы образовались вот эти сложные структуры, может быть, Вселенная гораздо старше. Она в 2 раза старше. Есть, значит, построена модель, предположение, что Вселенная 26 миллиардов лет. Да? Когда мы смотрим на эти несчастные 13,5 миллиардов лет всего-то на все, мы видим вполне развитую Вселенную, так сказать, нет ничего в этом удивительного. Было достаточно времени, чтобы, значит, это происходило. Есть такая теория. Она, правда, здорово вступает в противоречие с другими наблюдаемыми фактами, со скоростью расширения Вселенной и прочие вещи. Вот. Ну, давайте не бояться ничего и скажем, время раньше текло по-другому. Так, тоже есть такая замечательная теория. Так? То есть ход времени, который мы предполагаем однородным и, так сказать, постоянным, на самом деле не однороден, не постоянен, и раньше время шло по-другому. Почему? Потому что там была больше концентрация масс, так? Там было больше сконцентрированной энергии, там была темная энергия, то темная материя, о которой мы не очень много чего знаем, но они повлияли на ход времени, поэтому время в том далеких периодах шло по-другому. И вот эти, значит, сложные структуры смогли наработаться. Прекрасная концепция, ее надо проверить. Так? Вот сейчас мы расскажем, как можно проверить такого рода гипотезы. Вот. А другая версия сказать, нет, ничего страшного. Так? И такие вот успокоительные, так, типа, успокойтесь, успокойтесь, ничего страшного. Просто можно немножечко подработать известные нам механизмы образования звезд. Так? Немножечко добавить темной материи. Так? Добавить немножечко первозданных первичных черных дыр, которые помогут концентрировать, так сказать, кучковать всю эту материю вместе. И вот, пожалуйста, мы вот эти структуры довольно быстренько можем получить. Быстрее, чем мы думали. Так? Вот. То есть как бы вот есть разные направления. Да? Одни говорят, давайте возьмем все существующее, чуть-чуть тут вот подправим, здесь улучшим, вот добавим, как вот эти вещества побыстрее собираются. Другие говорят, а все время по-другому. А третьи говорят, а вообще все неправильные, все вообще, значит, гораздо шире, гораздо больше. Интересно. Вот.
к тому моменту, пока эти теории высказываются нормальным голосом, это важно, нормальным голосом, значит, и предлагают механизмы проверки, это научные, они остаются в рамках научного рассмотрения. Так? То есть, поэтому мы рассматриваем их до поры до времени как научные теории. Вот, и ищем способы, а как проверить, что Вселенная на самом деле 13,8 миллиардов лет, а не 26 миллиардов лет. Так? То есть должны быть какие-то зацепочки, какие-то крючки, какие-то наблюдательные обстоятельства, которые нам позволят это определить. Так? Значит, вот вы пропоненты этой теории, давайте предлагайте какие-то наблюдательные обстоятельства, другие ученые пронаблюдают, значит, подтвердят, попадает, не попадает и так далее. То же самое с ходом времени. Так? Сложнее. Предположить можно. Вот. Мы можем говорить, что, значит, там масса или энергия влияет на ход времени. Нужен бы механизм, так, который поможет. Не слова, вот, не движение рук, руками-то мы можем. Вот. И сойдутся ли наши, так сказать, расчеты, если время двигается тогда в другой скорости, а почему она стала двигаться как сейчас, что, собственно, произошло. Вот. Может быть, в каких-то еще этапах какие-то можем наблюдать моменты. Вот. Поэтому это восхитительно. Так? А еще один интересный момент, который заключается в том, давайте я скажу термин космологические принципы. Да? То есть вся современная космология построена на двух космологических принципах. Значит, один космологический принцип полагает о том, что Вселенная однородна на больших масштабах. То есть нет особых частей Вселенной, где законы природы какие-то другие. То есть в какую бы часть Вселенной мы ни переместились, законы природы более-менее в состоянии одно то же самое. Законы физики имеется в виду? Законы физики, да, законы Вселенной, да. А другой космологический принцип, что Вселенная изотропна. Это означает, что во Вселенной нет никакого выделенного направления, никакой оси. Так? То есть в каком направлении мы бы ни двигались, в каком направлении бы ни распространялся свет, или мы не выполняли наши эксперименты, это не имеет значения. Все направления в пространстве равноправны. Вот. Оказывается, что, основываясь на этих двух принципах, ну, если мы еще к ним добавим принцип эквивалентности о гравитационной и инерционных масс, то есть что мы не можем определить, если мы находимся в замкнутом пространстве, и это замкнутое пространство ускоряется, мы не сможем сказать. Нам кажется, что действует сила гравитации. Вот, то есть есть такой интересный, так сказать, принцип. Вот, а если мы падаем в лифте, то даже когда мы находимся в окрестностях Земли, ну, в свободном падении или в самолете специальном испытательном, мы испытываем настоящее состояние невесомости. То есть в локальном Вселенной, в нашем локальном пространстве эффекты гравитации и инерции идентичны. И вот этих трех принципов достаточно, чтобы объяснить всю Вселенную, как мы ее объясняем сегодня. Вот. Но поскольку мы подошли к тому моменту, что мы не можем пока объяснить достоверно, что там происходит на краю Вселенной, то возникает еще один подход. Может быть, наши космологические принципы не точны. Может быть, пространство не изотропно. Может быть, гравитационная инерционная масса, так сказать, эквивалентная в каких-то пределах, с какой-то точностью, вот в окрестностях, так сказать, наших галактических там, и межгалактических. Но когда мы выходим на край Вселенной, там что-то по-другому. Или там есть какое-то направление. Поэтому еще одно, так сказать, радикальное мера. А давайте пересмотрим космологические принципы. Вот. И опять, если мы говорим это нормальным голосом, и предлагаем, это важно, вот, и предлагаем механизмы проверки, так сказать, и объясняем, почему бы так могло быть. Это находится в рамках научных теорий, которые достойны рассмотрения, обсуждения. Может быть, мы откажемся от этого, может быть, нет, но давайте это рассмотрим. Поэтому вот этот момент замечательный. Мы на такой даже не развилке, а такой целый пучок возможностей у нас возникнет. Так? Из-за того, почему? Потому что мы получили новый набор данных. Ну, Джеймс Уэбб — это один пример, а есть еще другие телескопы, которые точно так же, значит, там продвигают вот это. А Джеймс Веб, получается, сейчас самый вот инновационный, который может максимально показать В дальность. каких-то мерах да. Но я бы сказал, что у Джеймс Уэбба телескопа, как и у Хаббл телескопа, да, замечательный пиар-менеджер.
Мгм. Так, вот давайте им поаплодируем. Так, вот. Они молодцы. Так, вот. То есть это действительно очень достойные, так сказать, научные машины, и плюс они обеспечены совершенно прекрасными пиар-менеджерами. Так. Есть телескопы наземные, вот, которые столь же способны, как и Джеймс Веб-телескоп, вот, и получают превосходные объемы данных, но мы просто, как публика, меньше о них знает. Так, вот. Но они, тем не менее, выдают достаточно, так сказать, конкретные а, данные. Вот. Поэтому ну, вот пока мы находимся в таком моменте. Но Джеймс Веб, да, он нас, конечно, порадовал. Вот. На самом деле вы предвосхитили мой вопрос. Я хотела спросить, что, ну, насколько там вообще есть места во Вселенной, где не работают законы физики. То есть, ну, вы сейчас на него уже в целом Э, ответили. Да, но мы не Так, да, знаем, да, то есть да, мы можем что. предполагать. На самом деле, понимаете, вот гораздо проще сказать, что здесь не работает закон физики. Так это как бы. Мгм, И исторически довольно много явлений в прошлом космологических, которые сейчас более-менее объяснены, в момент открытия, в попытках объяснения было высказывалось предположение, что здесь просто не работают законы физики, как, например, квазары. Да? То есть, когда квазары были обнаружены, мгм. как компактные объекты, которые выделяют невероятное количество энергии каких-то прошлой эпохи. Вот. Одно из объяснений — 60-е годы, там, 63-й, 64-й год, ну, законы физики не работают. Да? Вот. Потому что происходят удивительные вещи. То есть, на самом деле, вот в 60-е годы с открытием квазаров был период похожий на тот, который мы сейчас переживаем. Открытый совершенно новый, необыкновенный объект. Вот. Но потом приходят умы, так сказать, очень умные люди. Так сказать, вот, например, Зельдович, академик Яков Зельдович, в 1964 году предлагает модель квазара, как, значит, черной дыры с коррекционным диском, на который падает материя и, так сказать, преобразуется в энергию. Так, вот. И эта модель оказывается очень успешной. И сейчас признана, и, скорее всего, так и есть. И есть изображение черных дыр, изображение коррекционных дисков. Там остались, конечно, какие-то подробности. Но пример это показывает нам следующее. Когда мы не знаем, что что-то происходит, мы говорим, здесь не работают законы физики. Так? Но потом надо подумать, и, может быть, все-таки они все еще работают. Так? То есть мы пока не подошли к тому моменту, чтобы сказать, что они не работают. Мы видим факты, которые можно интерпретировать, как не работают физиков. Но если постараться, я надеюсь, что мы как бы вернем их в лоно физики. Я надеюсь. Вот. Но если мы поломаем законы физики, это будет чудесно. Вот. Это будет очень Это интересно. будет очень интересно, да. Хотелось бы. Так? Но прежде чем их поломать, надо будет получить такие хорошие подтверждения этого, что пока вот мы их не видим. Ну, вы, Вот. я смотрю, прям такой прям оптимистичный, и Оптимистичный оптимизм. открытый к абсолютно разным. Потому что не все ученые, они вот как бы настолько расширены в своих границах возможного. Есть такой Да. взгляд, да, да, да. То есть, ну, понимаете, есть у людей чисто человеческое качество, так сказать. То есть, если человек разрабатывал всю жизнь какую-то концепцию, то там, начиная с какого-то возраста, достаточно сложно отказаться от этой Я всегда концепции. привожу в пример, Татьяну Черниговскую. То, что она, Мгм. очень легко отказывается от своих вчерашних заслуженных открытий. То есть она Да, говорит: "Вот там правое и левое полушарие больше не работают. да. Вот, Это давайте здорово. смотреть вперед, потому Вот, что каждый день вот, что-то да. меняется". Ну, Поэт это персональные Да. качества, так. И если человек такого более узких взглядов, может быть, умный, но более узких взглядов, руководит каким-то коллективом, то, может быть, весь коллектив оказывается замкнут в рамках вот этой парадигмы. Это хорошо, с одной стороны, так, потому что пускай будут разные ученые. Так, мы вот за широту взглядов, потому что такая концепция, она создает некую оппозицию, и попытка а, объяснить и сохранить существующую модель тоже нужны. Так, вот если мы начнем так вот пробрасываться существующими моделями, это все посыпется. Да? Пусть будут старые добрые ученые, которые держатся за свои, так сказать, открытия до последнего. Они нам помогают. Владимир Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот у меня такой, всегда возникал вопрос. То, что вот, наша Вселенная поделена на галактики. А
это как-то произошло человеческим умом или вот действительно есть прям какие-то совершенно вот прям граница, и как это все происходит? Не знаю, может быть, этот вопрос очень дилетантский, но я как-то, э, постоянно задумываюсь об этом. Это как-то одно большое пространство в действительности, Вселенная, или это все таки человек, как, любитель, что-то вот разграничить, поделить на территорию, это придумано нашим умом? Ну, смотрите, значит, вы употребили слово галактики, да? Значит, галактики — это реально существующие большие скопления звезд. Это группы звезд, несколько миллиардов звезд. Это большие скопления звезд. Они имеют достаточно точно очерченные границы, и между галактиками есть замечательно большие расстояния. Между нами и одной из ближайших к нам галактика Андромеды, расстояние 2,5 миллиона световых лет. И То там есть ничего нет? и там особенно ничего нет. То есть вообще пустота? Там межзвездный газ, Мгм. может быть, пыль какая-то, вот, но пустота, да, То есть с это и точки. является вот той самой Да. границей, То есть которая это как бы да. вот, да, то есть вот есть наша галактика, то, Мгм. что мы видим как Млечный Путь. Вот. Мы улетаем от нее на расстояние там несколько сотен тысяч световых лет, и звезды кончаются. Начинается пустота. Мы летим еще миллионы световых лет, и звезды становятся гуще и гуще, и мы влетаем в галактику Андромеды. Да. А вот в Вот. этом пустом пространстве оно вообще изучалось там, что Да, да? да, да. Ну, как бы его Мгм. сложно изучать. Потому что там вообще ничего нет. А, Нет, там есть межзвездный газ, межгалактический газ. Там есть межгалактические космические лучи. Там есть межгалактические поля. Там есть темная материя. То есть она там Вот. тоже есть. Ну, тоже есть, да, может быть, не в очень больших концентрациях, но она есть. Так, вот. И поэтому вот в рамках наших современных представлений это мы видим глазом. Да? То есть мы видим вот одна галактика, пусто, 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 другая галактика. Вот. Согласно космологическим принципам, которые мы затронули, Мгм. Вселенная однородна, так, пространство однородно. Но вещество в нем сгруппировалось, скомковалось, сконцентрировалось в какие-то структуры. Да? Значит, вот самые такие заметные, которые на слуху, это структуры галактик. Так, мы видим это галактики. Но и галактики тоже не расположены случайным образом, более-менее равномерно заполняющие Вселенную. Галактики тоже стремятся собраться в скопление галактик. То Мгм. есть и масштабы этого совершенно невообразимы. Это уже на уровне миллиардов световых лет. То есть вот есть галактики, их может быть несколько тысяч галактик, они как-то более-менее близко друг к другу. А потом опять пустое пространство. То есть пространство не просто межгалактически пустое, а межскопление галактически пустое. Да? Вот. И потом оказывается, что эти скопления галактик тоже не случайно располагаются. Так? А они выстраиваются в какую-то такую структуру, скопление галактик, так, которая напоминает ячейки или, может быть, мыльную пену. Да, вот есть такая аналогия. Мы берем и делаем такую мыльную пену крупных таких пузырей. Так, то есть такие вот стеночки, пузырьки, внутри там пусто, вот тут один такой пузырек, второй, тут как-то сбоку третий, вот их много-много-много. Вот, и они такой образуют как бы ячеистую сетевую структуру. Мы то же самое наблюдаем в грандиозных масштабах скоплений галактик. То есть галактики скопляются как бы по стеночкам этих пузырей космических в невообразимых масштабах. Это миллиарды световых лет. Они вот так вот по стеночкам, можно будет картинку дать такую иллюстрировать. Вот. И вот какими-то такими ячеистыми как бы пузыриками, такими вот, значит, они присутствуют, такая ячеистая структура Вселенной. Вот. Внутри этих, значит, эти ячейки образованы из скоплений галактик, а скопления галактик образованы из отдельных галактик, и между отдельными галактиками с нашей земной точки зрения грандиозное расстояние. Вот. Но когда мы летаем достаточно далеко, мы видим вот такую сложную ячеистую структуру. Она наблюдается. Это никакая не модель, никакие расчеты. Мгм. Это видно значит, путем измерения значит, и фотографирования дальних галактических полей. Вот. Интересно, как это образуется. Так, вот это интересный вопрос. И на этот счет есть модели, вполне работающие. Вот, но это факт. Это работает. Спасибо, Вот. мне стало все понятно в Ну, целом. я не знаю, Да. хорошо бы, да. Да. То есть, да, они каким-то образом распределены, и это физическое Физическое распределение, распределение, то есть как да. бы даже есть
границы, которые создала Вселенная. Да, да. А, Тогда мы уже вот упомянули черную материю, Темная материя. темную материю, Да, темное энергия. вещество. Да. Вот. И давайте для зрителей, которые не очень поняли, как я до вашей лекции, на Мгм. которую я попала, не очень понимала вообще, что это. Вот, конечно, не в такой глобальной лекции, но вот чуть-чуть немножко вот Да. расскажем, что вообще такое темная материя. Темная И я материя. знаю, что у вас есть своя теория на этот счет. Ну, такая, что там темная Да. материя, энергия, да, это там Да, можно. Ну, это Давайте можно расскажем. предполагать. Мгм. Значит, темная материя — это сравнительно современная концепция. Исторически понятно, как это получилось. В 70-е годы, 1970-е годы, когда техника астрономических наблюдений уже стала достаточно развиваться, стало возможным измерять движение звезд в галактиках. То есть мы смотрим на далекую галактику, которая, может быть, там миллионы световых лет от нас находится. Вот мы понимаем, что она состоит из отдельных звезд, из миллиардов звезд. И мы научились в 70-м году измерять движение этих звезд в галактике. Вот. То есть галактики на самом деле это такие дискообразные, спиральные галактики, это такие очень красивые образования, дискообразные скопления звезд, более вытянутые, чем, значит, плоские, похожие на чечевицу, на какие-то, значит, такие плоские диски, состоящие из звезд. Все это управляется некой гравитацией, да, потому что такая форма, значит, образована гравитацией. В центре галактики имеется что-то массивное, там есть довольно массивное скопление звезд, и, может быть, еще что-то более массивное, может быть, черная дыра, наверное, есть, вот, которая распространяет свою гравитацию на весь объем этой галактики, и все звезды плавно вращаются вокруг центра галактики. Наше Солнце, наша Солнечная система тоже находится в галактике Млечный Путь, на периферии этой галактики, и тоже вращается вокруг центра нашей галактики один оборот за 200 миллионов лет. Нормально. Для галактических масштабов очень просто. Вот. И мы смотрим на дальние галактики и можем мерить скорости вращения звезд. Ближе к центру галактики, подальше от края галактики. Все очень хорошо, точно измеряется физическими способами. И тут обнаруживается. Мы ожидали, когда мы стали мерить, научились мерить скорости движения звезд в галактиках, что вокруг центра галактики, ближе к центру галактики, звезды вращаются быстро, а на периферии галактики звезды вращались бы медленнее. Точно так же и такой же эффект мы наблюдаем в нашей Солнечной системе. Планеты, которые близко к Солнцу, как Меркурий, они сносятся с очень большой скоростью, а дальние планеты, Нептун или даже бедный Плутон, маленькая планета, вот, вращается медленно. Это очень простое следствие законов Ньютона, законов Кеплера. В общем, это совершенно понятно. Вот такая ньютоновская механика, легко рассчитать. Наблюдаем, мы видим, что планеты движутся вот таким образом. Ожидалось, что и звезды в галактиках будут двигаться ровно таким же образом. Да? То есть в центре есть гравитирующий какой-то центр, гравитация тянет звезды вплоть до периферии. Когда гравитация ослабевает, галактика кончается, звезды разлетаются. Так вот. И они там бы двигались медленно. И вот в 70-м году замечательный астроном Вера Рубин, такая одна из немногих женщин-астрономов, очень интересная жизнь у нее, вот она обнаружила, что это не так. Оказывается, что даже на краю, на периферии галактики звезды движутся примерно с той же скоростью, что и близко к центру галактики, что совершенно не соответствует закону Ньютона, законам гравитации. Так? Вот. И это было удивительно. Так? И это проверяли, перепроверяли на разных галактиках. Везде. Она это увидела? Она просто измерила. Да, измерила. просто можно мерить скорости звезд путем доплеровского эффекта, так сказать, меря красное смещение.
можем рассказывать про это, не обязательно. Но есть Да, надежные есть надежные. установленные способы, да. Вот. И мы видим, что вот, да, они вращаются, причем если галактика ребром, то с одной стороны звезды от нас удаляются, с другой стороны приближаются. И это мы можем сравнить, построить распределение звезд, вращение звезд в галактике, в разных галактиках, которые по-разному сориентированы, поближе к нам, подальше от нас. Везде одна и та же картина, более-менее. Так? Звезды внутри галактики вращаются совершенно не так, как предписано законом Ньютона. Так? Значит, у нас появляются две возможности, так? Развилка. Одна возможность сказать, что законы Ньютона на таких больших расстояниях не выполняются. Так, это есть такая возможность. А другая возможность сказать, что масса внутри этой галактики, в каждой массе внутри этой галактики распределена иначе, чем мы думаем. Мы-то думаем, что вся масса находится в центре, и вокруг, как Солнце и Солнечная система, вокруг нее вращаются звезды. А что, если это не так? И вот оказывается, что если мы предположим, сначала гипотетически, что в этих галактиках находится также невидимое нам вещество, которое назовем темная материя. Так, оно нам невидимо, мы его не ощущаем, но оно обладает гравитационным эффектом. То мы, поместив галактику в некое, так сказать, облако темной материи, прекрасно объясняем вращение звезд на периферии галактик, по всему объему галактик. Вот. Интересно, то есть у нас пока появилось две возможности, развилка. Да? Вот. Но потом обнаружилось, что если мы применим вот эту теорию темной материи, предположение для начала, к разным другим наблюдаемым эффектам, например, мы можем посмотреть на движение не отдельных звезд в галактиках, а движение галактик в скоплениях галактик. Мы выйдем на гораздо больший масштаб, увеличим масштаб в 1000 раз, там, в миллион раз увеличим масштаб. Так? Мы говорим, у нас есть скопление галактик. Галактики в них тоже движутся. Вот. Мы можем мерить их скорости. Обнаруживается, что тут та же самая история. Галактики движутся таким же образом, странным, в несоответствии с законами Ньютона. Как будто бы есть какие-то еще более гравитирующие, так сказать, какие-то массы, которые управляют и сдерживают движение галактик в галактических скоплениях. Хорошо. Мы можем посмотреть, мы знаем, что свет от далеких объектов искажается гравитацией. Так, это эффект гравитационного линзирования, который предсказан в общей теории относительности Эйнштейна, замерен в пределах нашей Солнечной системы, в пределах галактики, в межгалактических пространствах. Оказывается, что мы видим эффекты гравитационного линзирования в визуально пустых пространствах между галактиками в галактических скоплениях. То есть что-то искажает движение света в пустом пространстве. Да? Нет никакой массы. Если бы была масса, как там звезды какие-то или даже галактики, движение света в нем искажается, ну хорошо, это понятно. Так оказывается, что свет, значит, микролинзируется, так сказать, искажается его траектория в визуально пустом пространстве. Эта теория, это наблюдение, опять же, хорошо объясняется наличием какой-то темной материи. Да? То есть у нас образовываются факты, которые мы можем, каждый отдельный факт можем объяснить по-разному. И другие можем еще предложить тоже там модели продвижения газа, и потом мы можем еще подойти к образованию Вселенной. Но у нас есть факты, каждый из которых можно объяснить, например, нарушением ньютоновской механики или какими-то там коэффициентами, или какой-то, значит, особенностью вот этой среды. Для каждого явления можно придумать свое объяснение. Но оказывается, что у нас есть одно объяснение, темная материя, которая, так сказать, замечательно объясняет практически весь спектр наблюдаемых явлений. Вот. И поэтому, так сказать, физики оказываются перед выбором. Да? Либо мы вводим новую сущность, темную материю, и эта темная материя объяснит нам большой спектр наблюдаемых явлений, либо для каждого наблюдаемого явления нам надо вводить свой новый феномен физический. Так? То ли это отклонение значит, ньютоновских законов, то ли там какие-то, значит, искажения еще там в пространстве, там есть какие-то, значит, теории с неправильным поведением света в пространстве. То есть для каждого случая нам надо что-то такое свое вводить. И ну, вот наука так устроена, что вот это объяснение существования темной материи, оно преимущественное. Так? То есть это достаточно понятное. Мы не знаем, что такое темная материя, но, по крайней мере, пока, когда мы ее вводим,
Мы сразу одним камнем убиваем много мух. Вот, разных наблюдаемых Но это, факторов. наверное, такая точка сингулярности, с которой что-то, возможно, когда-то, да, мы Нет, заглянем. темная Да, материя, она да. распределена в пространстве. Мгм. Так, то есть на Я самом имею деле... в виду знание того, Знание, что да, она. да, Да. да, знание, да. То есть мы где-то, да, мы тут оказались, да. Вот. И поэтому по совокупности всех этих, так сказать, наблюдений и объяснений, а, вот сейчас мы приходим к выводу, что да, если мы предположим, что существует темная материя, то она все прекрасно объясняет. Вот. И это очень хорошо. Единственная маленькая, то есть маленькая, совсем ничтожная проблема в том, что мы не можем найти эту темную материю физически. Да? То есть это могли бы быть какие-то частицы, это могли быть какие-то там темные тела, какие-то черные дыры, там разные теории высказывались, какие-то новые элементарные частицы. Искали и там в разных областях, и поиски продолжаются. Я знаю, что Вот. вы тоже в И этих мы тоже исследованиях, да. искали, да, почему бы не поискать. Вот. Э, Очень хорошие эксперименты, дорогие, тщательные. И даже какие-то вроде бы намеки на это были. Но пока вот на сегодняшний момент никто убедительно сказать, вот мы нашли там частицу темной материи, поняли, откуда она берется, мы не можем. Так? Ну, такая вот маленькая заноза на замечательной, значит, теории. А, Означает ли это, что, так сказать, темной материи не существует? Не знаю. Вот сейчас А не какие буду. самые популярные теории того, что вообще, Да. есть темная материя? Может быть, есть какие-то прям, может быть, М. такие очень понятные или прям безумные какие-то Нет, ну, истории? понятно, что это есть некие частицы, элементарные частицы, которые слабо взаимодействуют с окружающим нас миром, но обладают массой. То есть это слабо взаимодействующие массивные частицы, сокращенно WIMP. Так, WIMP, такие частицы. Вот. Значит, они каким-то образом породились в момент создания Вселенной. А, Есть модели, как можно, так сказать, в стандартной модели можно какие-то там предложить какие-то вимпы. Вот. И с тех пор населяют Вселенную и каким-то образом управляют значит, формированием вот, галактик и движением галактик, и звезд в галактиках и прочим. Кстати, вот те ячеистые структуры, которые мы вот с вами, так сказать, обсуждали какое-то время назад, как, значит, галактики собираются в скоплении галактик, а те в такие, значит, по стеночкам каких-то ячеистых структур громадных масштабов распределяются. Для того, чтобы объяснить, как смоделированы, как образовались такие вот сложные структуры, нам нужна темная материя. Без нее, без темной материи, нам не хватает массы вещества, чтобы видимое вещество собралось в такого рода структуру. Вот еще одно объяснение. И теорий, пожалуйста, много. Так? Это элементарные частицы различных, так сказать, классов. Опять же, плохо тот физик-теоретик, который не придумал собственную элементарную частицу. Придумывайте, пожалуйста. И у каждой из этих теорий, пока они остаются в рамках научных теорий, есть способ проверки. А как мы проверим, как задетектируем эту частицу? И такие эксперименты проводятся. И вот теория Вимпов очень хороша, но ничего не найдено. Вот. И другой класс, второй, который очень популярен в последнее время, это аксионы. Это тоже гипотетические частицы, которыми очень забавная история. Они, так сказать, были предложены, это гипотетические частицы, для того, чтобы объяснить особенности происхождения Вселенной, скажем так. На ранних фазах существования Вселенной у нас там такая получилась история, что все стандартные модели предсказывают, что на ранней фазе существования Вселенной вещество и антивещество, материя и антиматерия должны быть образованы в равных количествах. Вот, ну, как-то вот все более-менее симметрично должно возникать. А вот если бы оно возникло в равных количествах, то потом оно бы столкнулось, синегилировало бы друг с другом, все превратилось бы в гамма-кванты, и вот нас с вами бы здесь не было. А то, что мы с вами сидим разговариваем, показывает, что на ранних фазах, значит, создания Вселенной почему-то вещество-антивещество не сбалансировалось, и вещества стало больше. Мы не знаем почему. Так вот, одно из предположений, что, оказывается, есть какие-то частицы, которые назвали аксионы, которые как раз помогают вот этот баланс, так сказать, создать.
так, нужный, что в пользу значит, Вселенной, положительного вещества. Вот. И это прекрасно. И тут оказалось, что вот созданы такие, ну, есть гипотетические частицы, которые нам нужны на самых ранних фазах создания Вселенной. И, пожалуйста, а может быть, они как раз есть темная материя. Так? Они уже есть, как будто бы, да. Вот они возникли в ранние этапы создания Вселенной. Почему тогда мы не можем их Мы обнаружить? их ищем Мгм. и не можем найти пока. Вот. Может быть, недостаточно хорошо ищем. Они довольно ловкие. Они их, поскольку по вот их свойствам, так сказать, они должны слабо взаимодействовать с любым знакомым нам веществом. То есть они проходят, вот если все правильно, то через нас сейчас проходят частицы, будь то вимпы или аксионы, в больших количествах, вот прям щух-щух пролетают. Мы это не ощущаем, потому что они проходят сквозь нас, сквозь Землю, сквозь Солнце, практически не взаимодействуя. Вот. И единственный разумный способ более-менее это обнаружить похож на способ обнаружения нейтрино. Давайте создадим все-таки большую массу какого-то вещества, тонны, там, и в течение многих лет будем наблюдать, потому что как бы маловероятно не было возможности, значит, прохождения частицы, может быть, раз во много-много лет она толкнется точно-точно в ядро какого-то вещества. Вот, потому что, ну, ядро чрезвычайно маленькое. То есть Так, они, получается, ну вот, да, вот это расстояние, да, между всех этих частиц, даже тех, которых мы видим, да? да, То есть очень оно, большое, да, очень очень большое, да. большое, На что самом оно... деле все сделано из пустоты. Да. То есть если мы Мгм. все приблизим, там будет сплошная пустота, это удивительно совершенно. Вот. Там сплошное электромагнитное поле. Частицы не взаимодействуют электромагнитным образом. Им надо попасть удивительно точно в какие-то вот ядра, прям вот в сгустки вот этой энергии. Вероятность этого мала. Так, ну, не нулевая, потому что ничего нулевого в мире не бывает. Вот. Поэтому мы создаем какие-то объемы и следим внимательно, и ждем, что вот произойдет какое-то необычное событие, там будет вспышечка света, там кванты какие-то выделятся, мы считаем эти отдельные кванты. Так вот нейтрино были найдены, которые очень похожи по свойствам на частицы темной материи, тоже ни с чем не взаимодействуют, немножечко взаимодействуют, найдены, а темную материю пока не нашли. Вот. Жалко. А есть такой момент, что вот эта теория мультивселенная, то, что мы Да, находимся да, там в нескольких да, измерениях, да. что вот все-таки вот это вещество, которое находится в других измерениях, мы как-то, оно все-таки влияет вот и на каждое на каждое, ну вот в то измерение, в котором мы находимся. То Да. есть мне почему-то такая вот, ну, приходит в голову вещь, что А, мы это никогда не увидим, но оно будет все жалко. равно как-то Ну ощущаться. Есть такие вообще теории? да, безусловно, такие Мгм. теории есть о том, что вообще вся гравитация а, это просто некие следы влияния соседних вселенных. Так? Вот. Это хорошие слова, так, и есть даже математика на этот счет, так, можно это представить. Вот. Это интересно. Так. Ну, психологически сказать, что есть что-то, что мы не сможем никогда обнаружить и детектировать, тяжело. Так? Потому что, ну и что тогда? Значит, все, садимся, складываем руки, уходим в отставку, значит, бросаем это дело. Не хотелось бы. Так? Вот. И поэтому пока, до последнего времени, так, все даже самые удивительные явления во Вселенной, которые, так сказать, мы наблюдали, удавалось объяснить вот физикой. Да? Она, так сказать, расширялась, уточнялась, мы находили какие-то новые режимы, новые частицы, все такое, но объясняли. Так? Вот. А сейчас может быть, вот опять то, что мы возвращаемся к этой идее, так, может быть, мы подходим к такому порогу, вот в рамках этой темной материи, там еще есть темная энергия, затроем, если надо будет. Вот, может быть, это что-то действительно из других вселенных. Вот, положа руку на сердце, не хотелось бы. Вот не хотелось бы. Так, вот. А, Потому что, может быть, это есть предел познания. Так? Может быть, вот как раз придя к ощущениям, так сказать, и пониманию того, что есть что-то, что мы не познаем, мы вот и все, мы дошли до края науки. Не А может только, быть, если это признать, что оно так, может быть, как-то придется его по-другому искать? ну, люди Да. это признают, Мгм. слава богу, есть ученые. Вот что Мгм. хорошо, так сказать, в науке современной, так, что она достаточно разнообразна. Так, и в науке как в целом а, нет безупречных авторитетов. Так. То есть любая теория
будь она там сколь-либо почтенно признана там любыми премиями и любыми учебниками, она всегда подвержена сомнению. Так, вот. Поэтому есть группы ученых, причем достаточно серьезных, которые будут рассматривать мультивселенные и как они влияют на нашу Вселенную и прочее. Это очень сложно. Так? Может быть, это не очень благодарная, так сказать, работа, но такие люди есть, ничего Ну, к ним страшного. прям вот в научном сообществе серьезно относятся? Да, да. Нет, ну вот Андрей Линде, пожалуйста. Нет, это Мгм. совершенно нормальные, так сказать, ученые. Вот. Нет, серьезно, да. То есть среди этого мира, конечно, есть довольно много, так сказать, лжеученых. И вообще тут мы начинаем уже немножко так Мгм. колебаться на грани сваливания в лженауку. Лженаука существует как феномен. Вот. Но опять же, как мы говорили уже сегодня, до тех пор, пока мы говорим об этом нормальным голосом и предлагаем концепции и способы их верификации, и так сказать, это возможно, мы остаемся в рамках научных обсуждений, пожалуйста. И в рамках научных обсуждений любые теории хороши. Так сказать. И чем они более диковинны, тем даже лучше. Пусть мы их опровергнем потом, но они дадут импульс, дадут подвижки. У меня такой вопрос еще тогда про черную дыру, Да. про черные дыры и Мгм. про кротовые норы. Так, ой. То есть постоянно эти понятия, они вот как бы рядом ходят. Да, Вот, ну, по крайней мере, мне так встречается. да. А, И чем вообще пугают, да, всех черной дырой? То есть, когда я начала разбираться, то есть я поняла, что это просто то, что мы вообще не можем увидеть за горизонтом событий. И это просто потому, что это очень-очень далеко. То Нет, есть нет, не нет, нет, так? нет, нет. Горизонт событий Мгм. немножко другой. Нет, черные дыры, ближайшая черная дыра от нас примерно, ну, в центре нашей Мгм. галактики, скорее всего, есть сверхмассивная черная дыра. То есть это дыра. так же, как темная материя, мы ее не видим. Просто А, мы ее ощущаем по э, всем параметрам, да, что она есть. Значит, черная дыра, в принципе, это гипотетическая конструкция, так, которая возникает, когда масса вещества в небольшом объеме превышает определенный предел. Так, то есть, если мы возьмем массу вещества и скомкуем ее, так сказать, сгруппируем в небольшом объеме, то возникнет столь сильное гравитационное поле, что свет с этого гравитационного поля выйти уже не может. А Так? вещество какое? Любое, Любое, да? любое. Пыль, Мгм. газ, все что угодно. Так? Вот. Поэтому, значит, доказано. Это чисто математическая модель в данном случае. Так, что значит, мы можем достичь такой массы, начиная с которой свет уже не преодолевает так сказать, эту гравитацию. Гравитация преодолевает все. То есть она настолько вязкая или Нет, что? не Вот вязкая, как? она Да, тяжелая. Так? тяжелая. Вот, то есть, смотрите, как вот у нас вот мы находимся на Земле, да, у нас есть некое гравитационное поле. Мы кидаем камушек, и он, значит, летит и падает. Так? Вот, мы кинем камушек посильнее, он летит дальше. Мы кинем камушек очень сильно, он улетит от Земли в далекое пространство и покинет Землю навсегда. То есть скорость убегания, с которой, значит, вот может убежать камушек от Земли. Если мы возьмем более тяжелый объект, так, то самый быстро движущийся объект – это свет. Да? То Мгм. есть это фотон света. Вот. Мы можем представить себе такую массу, с которой свет, с какой бы он быстрой скоростью ни двигался, а он может двигаться только с одной скоростью света, он не вылетит, не преодолеет этого гравитационного поля. Он как камушек упадет на поверхность этой черной дыры. Вот представьте себе такую ситуацию. То есть Земля настолько вот тяжела, так, что даже свет, как камушек, летит и падает, летит и падает. И улететь за нее уже не может. А мы не можем придать этому свету скорость больше, чем скорость света. Поэтому ничто, так сказать, электромагнитное, никакой фотон с поверхности черной дыры не улетит. Это рассчитывается. Вот. И какое-то время, там до 70-х, 80-х годов, это рассматривалось как некая гипотетическая, так сказать, конструкция, математическая. То есть, если мы возьмем вещество и будем его сжимать, то оно превратится в черную дыру. Вот. И предложены механизмы, как это сформируется черная дыра. Например, когда звезда достаточно массивная
вырабатывают запас своего ядерного топлива, сбрасывают все внешние слои своих, значит, оболочки, они, может быть, потом на нее падают гравитационно. И вот тут-то центр звезды, выгоревший, в котором уже нет активных ядерных реакций, коллапсирует, что называется, да, то есть он сжимается под своей тяжестью и вот этих слоев внешних, которые на него падают после взрыва сверхновых, настолько, что он переходит под этот предел, и ничего с черной дыры уже выскакивать не может. Эта модель рассчитана, и как будто бы мы наблюдаем феномены в окружающем нас пространстве, которые можно интерпретировать как черные дыры. Так? Как они выглядят? Ну, то есть Значит, это что-то туда исчезает, значит, да, когда ну, попадает? как выглядит тут, трудно сказать. Скорее всего, она никак не выглядит. Это просто темная Мгм. область. Вот. Но чаще всего, поскольку вокруг, ну, пространство, оно не бесконечно пустое, да, всегда имеется какой-то газ, пыль, вот, и черная дыра этой гравитацией своей притягивает окружающий газ, пыль, и вокруг нее она скапливается, начинает вокруг черной дыры вращаться. Это такое интересное явление. Вот. И светиться от того, что оно вращается, это вещество, оно нагревается и светится. Это называется явление аккреция. Вот. Значит, вы можете сделать такую модель дома. Так? Значит, все слушатели, значит, могут Давайте, это да. сделать. Да. Напишите в Мы делаем, комментариях, мы что у вас делаем, получится. да, мы делаем, да, черную дыру. Мы наливаем в ванну воду и выдергиваем пробочку. Так? Через какое-то время вы увидите, как, значит, по спирали вода уходит в водослив. Так? Вот это некая модель черной дыры. Так? Значит, оказывается, да, что, значит, вещество, когда оно падает в бесконечность, то есть на черную дыру, просто из закона сохранения момента движения оно начнет закручиваться. Точно так же вокруг черной дыры вещество, прежде чем упасть на поверхность черной дыры, там сложные процессы, ну, скажем, падает, оно начинает закручиваться. Так? Вот. И когда оно закручивается, это вещество с очень большими релятивистскими скоростями, достигающими уже долей скорости света, потому что очень большая гравитация, оно просто трется чисто физически друг от друга, частички вещества, газа, молекулы сталкиваются, нагреваются, начинает светиться. Это на некотором удалении от черной дыры, и свет, пожалуйста, ускользает. Так? Поэтому черная дыра в современной модели всегда окружена неким светящимся облаком аккреционного диска. Даже есть картиночка такая, посчитанная, ну, по-моему, использовался в фильме «Интерстеллар». Как Найдите раз такую хотела вас иллюстрацию, спросить там, да, да. насколько там правдоподобно все это Вот показано. говорят, что там черная дыра показана очень хорошо. Там даже горизонт событий показан очень точно. Горизонт событий — это на самом деле та сфера, из-за которой не может вылететь фотон света. Мгм. Да. И там очень интересно показано искривление пространства. Он специально рассчитывался. Вот эту модель можно прям показать. Вот. И поэтому мы видим эффекты, видим явления в пространстве, которые интерпретируются как черные дыры. Например, мы можем видеть двойные звезды, то есть две звезды близко друг к другу, да, и которые очень быстро вращаются. И масса одной из компонентов этих быстро вращающихся звезд, когда две звезды вращаются друг от друга, мы можем мерить их массы. Очень интересно, удаленно. Вот. И оказывается, что масса одного из компонентов этого двойных звезд вот как раз соответствует массе черной дыры. Вот так были, то есть, обнаружены черные дыры. Когда они вращаются, вокруг них вращается вот это аккреционное вещество, оно излучает энергию во всех спектрах, в широком спектре, от радиоволн путем синхротронного излучения до гамма-излучения через там обратное камптоновское рассеяние. Там все процессы, какие вы можете себе представить, происходят вокруг черных дыр, и мы это наблюдаем. Так. То есть прям видно. Приборами, Мгм. да. Вот Мгм. мы смотрим радиотелескопом, смотрим на радиогалактику, там, на квазар, мы видим синхротронное излучение, так, значит, которое возникает в сильнейших магнитных полях вращения там, черной дыры. Мы смотрим и видим рентгеновское излучение, мы видим излучение в широких спектрах оптическим, инфракрасным, ультрафиолетом, которые в соответствии с нашими моделями возникают только в аккреционных дисках вокруг черных дыр. Вот. И более того, значит, радиотелескопы, отличный радиотелескоп, который называется Event Horizon телескоп горизонта событий, собственно, ради этого и придуман. Он на самом деле занимает всю Землю. Так, это радиотелескоп, который отдельные его, так сказать, компоненты находятся на разных континентах. То есть он прям Он прям распределен по рассредоточен, Земле, да. да. Он имеет
уникальное разрешение. Он фотографирует такие баранки, это вот аккреционные диски вокруг черных дыр. То есть самая черная дыра, ну, там нет света, да, но мы видим аккреционные диски. Мы видим структуру аккреционных дисков, так? Мы видим, как там материя вращается. Прям кино можно снять. Так? Ну, то Вот. есть, но все-таки, если что-то попадает в черную дыру, то получается, что это тоже математически просчитано, что с этим происходит? Ну, Или происходит, еще да, да, да. значит, вот хороший вопрос, спасибо, да, за него. Значит, ам, считается, то есть несколько взглядов. Один взгляд математический заключается в том, что вот внутри черной дыры находится сингулярность. Так? То есть это точка, плотность которой стремится к бесконечности, это как деление на ноль. Да? Мы поделим на ноль, получается какая-то сингулярность. Вот. Я, наверное, не согласен с этой точки зрения. Математически, да. Но это как раз тот момент, когда надо сказать «остановитесь». Так? Вы подходите к краю черной дыры, и в этот момент надо признать, что если мы продолжим дальше пользоваться теми же самыми математическими формулами и теми же представлениями о пространстве, времени и всем прочем, которые работали до поры до времени, то мы приходим в сингулярность, чего, наверное, нет и быть не может. Там просто начинается что-то другое. Так? То есть вот где-то окрестность черной дыры – это одна из тех границ, до которой более-менее работают наши современные теории. Так? Продолжать их дальше туда бессмысленно. Вот. Они не то что опровергаются, так? Они просто, кончается область их применимости. Это, ничего страшного, у всякой теории есть область применимости. Вот здесь это вот примерно граница черной дыры. Вот здесь она закончилась, так сказать, никакой паники, так, закончили. Значит, надо бы разработать новую теорию, или расширение существующей теории, которая объяснит, что происходит внутри черной дыры. Сложно. Так? Личный вопрос к вам. Если бы Да. у вас была такая возможность полететь на Марс или влететь в черную дыру, и экспансия или любопытство непознанного, что бы вы выбрали? Ну, Но вы если... статью уже не сможете написать об Да, этом. да. Но, понимаете, с Марса можно вернуться. Вот, в этом-то, С черной да, дыры, наверное, никто не знает, да? никто не знает, да. Вот. Хотя, допустим, мы же можем пофантазировать, мы падаем в черную дыру и выскакиваем с той стороны в другую вселенную. Там же мы же только что сказали с вами, что там Мгм. есть другие вселенные. Может быть, черные дыры как раз это вот переход из одной вселенной в другую. Мы проходим через черную дыру и оказываемся там. Вот. Если бы, значит, нам показать, что мы можем, так сказать, прилететь в черную дыру и не разорваться на отдельные, значит, А этого компоненты. никто не знает Нет, мы сейчас в еще. нашем Да. представлении мы разберемся, Мгм. разорвемся на мелкие-мелкие кусочки. Вот, к сожалению, пока у Ну, нас вы бы это что выбрали? на Марс летать. На Марс? На Марс летать. А Вот. я бы в черную дыру. Ну, вот видите, значит, нет, я бы слетал на Марс, потому что, во-первых, интересно посмотреть оттуда на Землю. Это было прекрасное зрелище. Вот. И хотелось бы вернуться. Это, знаете, как поездка куда-нибудь в какую-то новую страну. Да? Когда едешь в новую страну, какое-то место новое, там, страна какая-то экзотическая или какое-то интересное место, предвкушаешь и саму поездку, и предвкушаешь, а как ты будешь об этом рассказывать, когда ты Да, в этом-то вся вернулся. и Да. фишка. Получается, Вот, из черной дыры не факт, что ты сможешь вернуться. запостить Вот, да. что-то там в Так вот, социальные сети. Да, половины развлечений нет. да. И поэтому, понимаете, и даже я вот не знаю, когда я куда-то еду, где больше, так сказать, удовольствия, предвкушать, как об этом рассказать, или вот само там обстоятельство. Поэтому на Марс, на Марс, на Марс. Я реалист, на Марс. Спасибо. Ну и к такой самой интересной теме мы сейчас приблизились с вами. Поиск вне земного разума. Как вообще сейчас в науке с этим происходит, обстоят дела? А, э, что там с изучением инопланетян? Что вы по этому поводу думаете? Потому что, опять же, у каждого есть своя теория и свои там границы воображаемого. Вот, расскажите. Ну, инопланетян ищут, земной разум ищут. Вот, пока не нашли. Значит, а, вопреки распространенным мнениям, значит, в зоне 51 нет инопланетян. Там что-то другое, Вот. да? Вдруг они в зоне 52. Вот не знаю. Вот. Но ищут. Это вообще вполне научная теория. Она находится вполне в рамках научного обсуждения. Вот. А,
Есть одно чрезвычайно важное направление, на котором еще, собственно, и вкладываются деньги. Так? Прежде чем мы найдем инопланетян, там, с рожками, или они будут фиолетового цвета, или зелененькие, какие бы Или они ни будет были, размером с рисинку, или будет да. там маленькая, да, мы хотели бы найти планеты, пригодные для жизни. И желательно найти жизнь на других планетах. Вот. Проблема нашего нынешнего понимания в том, что наука про инопланетян, которую мы сейчас хотим сделать, основывается на одной точке – на жизни на Земле. Так, вот. И вообще вся жизнь на Земле, она более-менее одинакова, так сказать. Что грибы, что мы с вами, в общем, это более-менее одна и та же форма жизни, там, или ракушки какие-нибудь. Вот. Это все-таки углеродно-белковое существование с окислением кислорода, вот, в кислородной атмосфере, вот, с более-менее одинаковым механизмом наследования, клеточными структурами и прочим, прочим, прочим. Так, очень разнообразно, прекрасно во всех своих проявлениях. Но, в общем, это, так сказать, в одном, так сказать, контексте находится. Вот. Это одна точка. Трудно делать науку по одной точке. Да? Поэтому сейчас серьезные деньги вкладываются в то, чтобы найти экзопланеты, на которых были бы зарегистрированы признаки жизни. Вот, некой жизни, некой биологии. Так? Желательно, ну, опять, значит, если мы найдем жизнь такую же, как на Земле, это будет прекрасно, но не очень интересно. Желательно найти какую-то новую жизнь, я не знаю, кремниевую, фтористую, все что угодно. Вот, ну, найти бы, так вот. И это серьезные поиски, так, то есть мы пока не рассчитываем найти инопланетян, вот, но мы рассчитываем, серьезно рассчитываем в течение ближайших, там, не знаю, 20-30 лет найти доказательства биологической жизни какой-то на других планетах. Вот. Значит, активно идут поиски на Марсе. Все очень хорошо. Значит, вариант есть. Значит, регулярно приходят сообщения о том, что найдены признаки былой жизни на Марсе. Значит, они существуют какое-то время, потом затихают, пока мы ничего не нашли, но расследования идут. Другое место в Солнечной системе – это, может быть, спутник Юпитера Европа. Там есть океан, там он более-менее теплый, может быть, там существует какая-то жизнь. Не обязательно там рыбы, но там могут быть какие-то амебы, бациллы, я не знаю что, так сказать, какие-то губки, какие-то протосущества. Хотя бы это найти. Так? То есть, скажем так, значит, с серьезной точки зрения мы ищем сейчас экзопланеты, пригодные для биологической жизни, и даже с признаками биологической жизни. Вот. Это будет исследовано, это будет найдено. С точки зрения разумной жизни, это другая тема, которая Мгм. так сказать, чаще возникает в этом смысле. Так? Вот. Был проект, он до сих пор, наверное, существует, поиск инопланетных цивилизаций. Путем прослушивания радиосигналов, так сказать, слушаем, так сказать, в широких диапазонах. Так? Вот. Пытаемся найти что-то, что не естественного происхождения. Проект, который сейчас работает в нескольких обсерваториях, просто много телескопов, смотрит на небо в надежде найти какие-то маленькие вспышки света, которые были бы неестественного происхождения. То есть вот почему бы и нет, есть такие проекты, они стоят в Калифорнии, где угодно, работают. Вот. Значит, замечательный проект телескопа имени Веры Рубин, которую мы уже упоминали, Вера Рубин, но в ее честь названа замечательная обсерватория с замечательным телескопом, который уже начал работать вот не так давно, совсем несколько недель назад. И он будет фотографировать все видимое небо, в южном полушарии он находится, с удивительным разрешением, временным, пространственным. Вот. И в архивах данных этого телескопа тоже будут происходить поиски каких-то явлений, каких-то сигналов, которые мы могли бы интерпретировать как инопланетные сигналы. Это все прекрасно. Единственное, что мы не знаем, что мы ищем. У Так? меня еще такой вопрос. Да, Так как мы с вами читаем книги, которые мы обсуждали до да, нашей съемки, да, то есть такая очень интересная гипотеза, которая выдвинута у да, Люцисиня, да, в да, его трилогии да. «Воспоминания о прошлом Земли». Как вы относитесь к теории темного леса? Потому что и даже Стивен Хокинг, да, в своих Мгм, работах, он как бы э, так назвал теорию темного леса. Это Люцисинь, да, это его мгм, авторская
так сказать, изобретение, да, теория. И вот Хокинг, он, в принципе, точно такие же идеи выносит в свет, что нам не нужно никого искать, и тем более еще и давать знать, что мы где-то здесь существуем. Теория темного леса относится к тому, что мы находимся в темном лесу, да, и Не привлекать к вокруг, себе да, внимания. вокруг охотники могут быть, да, зачем Мгм. привлекать себе внимание, если все вокруг в темном лесу, да, все-таки стараются себя обезопасить и защитить. Вот. И если кто-то там привлекает к себе внимание, то его сразу схлопывают, дабы чтобы он когда-то там в будущем не принес никакого вреда. Понимаете, если мы боимся всего, то мы бы до сих пор сидели в пещерах и не вышли бы на полянку, так, потому что страшно. Так, вот. Наверное, мы с вами можем разговаривать, окруженные прекрасным оборудованием, и рассказывать людям вообще где угодно находящимся, потому что в какой-то момент времени, давно-давно, наши предки не побоялись зайти в лес, не побоялись встретиться с другими людьми, выйти из пещер, из своих, значит, привычных укладов. Вот. И это двигает прогресс. Так, вот. Поэтому, если мы останемся в темном лесу, то мы уподобимся первобытным людям, которые боятся выйти из своей пещеры. Они, может, там и остались, может, это были какие-нибудь неандертальцы, пока их там кроманьонцы не съели. Вот. Или наоборот, только съел. Вот. Поэтому, в мое представление, все-таки давайте выйдем. Вот. Значит, это будет двигать прогресс. А иначе мы закапсулируемся, сохраним то, что там у нас есть, до поры до времени. Так? Потому что ничто не бесконечно. Так? Но мы не продвинемся дальше. Вот. А вот в науке сейчас это все таки мы только прислушиваемся к сигналам или куда-то их еще отправляем? Ну, мы отправляем, Мгм. безусловно. Вот. Частью сознательно. Были отправлены сознательные передачи с телескопа Аресиба. Были посланы, значит, передачи. Ну, телескоп Аресиба развалился. Вот. Я даже сейчас я не знаю, отправляется или нет, но бессознательно мы отправляем вполне порядочно. Так мы отправляем лазерные лучи, значит, мы отправляем космические аппараты, мы отправляем радиоволны, вот, сознательно или бессознательно. Рассматривается проект, есть такой замечательный проект межзвездных путешествий, когда маленькие такие парусники разгоняются лазерным лучом с Земли. Так, вот. Ну, вот это хороший проект, и даже в рамках его прототипирования, может быть, будут такие сделаны работы, но тогда мы в пространство пошлем мощнейший лазерный луч, так, сами того не желая. Вот. То есть мы отправляем, да. Вот. И сознательные попытки были сделаны вот на Voyager'ах, значит, там, на Пионерах, там соответствующие таблички. То есть если бы теория темного леса работала, то, наверное, бы уже что-то кто-то Вы где-то знаете, нас обнаружил. ну, проблема в том, что все-таки межзвездные даже расстояния чрезмерно велики. Так, то есть они несуразно велики. Так, для нашего восприятия они несуразно велики. Вот. Безусловно, наши радиопередачи распространились уже на 100 световых лет. То есть в радиусе достаточно 100 световых лет уже достаточно всяких значит, планет и звезд, и планетных систем. Ну, несколько сотен уж точно в радиусе 100 световых лет. Десятки, наверное. Не так много. Вот. Но теперь вопрос, значит, если там что-то есть, так, и они услышали этот шум и гам, исходящий, значит, от активной значит, части Солнечной системы, поняли ли они, что это такое, так сказать? Да. Там такая смесь, так, скорее всего, не поняли, так, вот, и более того, понимаете, поскольку все равно же идут прочие радиоизлучения, если мы от Солнца отлетим на какое-то расстояние, Солнце само излучает некие радиопотоки, и, так сказать, наша Земля на его фоне достаточно яркая, другой раз ярче Солнца, но там такая смесь. На самом деле, вот сейчас, вот, знаете, мне кажется, что в радиусе 100 лет световых, да не так уж и много и, так сказать, и планет обитаемых.
Вот ей-богу. Вот. А мы А, только на 100 лет, да, можем ну, когда у передавать? нас радио Мгм. заработало, так сказать, в более-менее осознанных масштабах, ну, там, 100-150 лет Может, еще назад. не долетело. Ну, до кого-то еще Мгм. не долетело, да. А кого-то долетело какие-то шум, отрывки радиопередач, футбольных, значит, репортажей там или каких-то там политических новостей на разных языках, да еще морзянка там. Вот. Э, Они, может, думают об этом, что это такое, что за ерунда такая. Вот. А, Но Еще потом же нужно надо вычислить, расшифровать, что да. расшифровать и вычислить, что это именно вот с этой именно ничтожной крупиночки пришло. Так это тоже достаточно сложно. Так это же все распространяется. Это не очень направлено, это теряет энергию во всем, так сказать, пространстве. Вот. Направляли сигнал в сторону вот с Аресиба, в сторону звездного скопления М13, насколько я помню. В надежде на то, что там сразу несколько тысяч звезд прямо одним, так сказать, пучком их покроем. До них далеко лететь. Так до них еще там сколько-то сотен лет будет двигаться. Потом назад. Нет, пока мы спокойны. Вот. Вот. Спасибо. И вот в завершение нашего разговора сегодняшнего, безумно интересного, у меня такой вопрос. Астрофизик какие читает книги? Любит ли он читать книги про космос, смотреть фильмы про космос? Какие-то, может, у А, вас любимые есть? Нет, я не очень люблю читать фильмы про космос, смотреть Нет, не фильмы. Мне смотрите? нравится «Интерстеллар», Мгм. но я почему-то подлавливаю там какие-то ошибки, меня это, то есть, огорчает, не знаю почему. А какие А, там ошибки? Что-то как-то вот, что там не с ходом времени было, То не есть про... совсем там, да, физически. Нет, как фантастически, Мгм. пожалуйста. То есть вы не А, согласны с тем, что там показано про время? Потому что там как бы Там у меня многие какая-то говорят, была что... какая-то зацепочка, Да. да. Там неплохо они показали черную дыру, нормально. Там с ходом времени что-то там, так сказать, не то. Как-то я остался не удовлетворен. А, Мне нравится фэнтези. Вот, потому что в мире фэнтези мы, так сказать, свободны. А, Мне нравится Толкин во всех его проявлениях, так сказать, давно-давно уже нравится. Вот эта, так сказать, сфера даже, так сказать, сопутствующих, вот Очень это, приятно, что о, астрофизики именно такие книги читают, которые да. А, расширяют, так Теорию сказать, трех тел я да. прочитал Мгм. с удовольствием. Понятно, так сказать, А зачем вы он. читали, кстати, продолжение? Нет, нет, Очень интересно. нет, Там другой писатель, доберусь. но не Ну, помню, как его зовут, но даже да, сам Лю Цесинь да. дал премию за вот это вот продолжение. То есть Надо будет взять. рекомендую, интересно. Ну, просто интересно, что жизнь сейчас настолько Мгм. полна и интересна, многообразна, а, что иногда некогда читать. Потому что то, что вот сейчас я занимаюсь какой-то просветительской деятельностью, в общем, а, требует чтения не художественной литературы, а более специализированной литературы. А вот этим даже я больше читаю специализированной литературы, нежели журналов, нежели художественной. Это, наверное, неправильно. Вот. И то же самое с фильмами. Я больше смотрю какие-то лекции других ученых. Есть очень хорошие лекции записанные. Вот. А, вот. Вот так. Фэнтези. 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 Это наше все. Не могу задать вам такой вопрос, не задать такой вопрос провокационный. Что думаете все-таки вот эта наша теория заговора по поводу лунной высадки? Минутка социальной элементальной нерекламы. Когда-нибудь я расскажу историю о том, как так получилось, что у меня есть не одна, не две, а целых 3 собаки. Таких разных, но таких моих. Они обогатили мою жизнь и наполнили ее режимом, ответственностью и, конечно же, радостью. И да, я считаю, что питомцы – это лучший тренажер для развития эмоционального интеллекта и раскрытия сердечной чакры. А еще прогулки с ними мне точно добавляют бодрости и помогают так незаметно прочитывать, точнее прослушивать очень много аудиокниг. И все же сегодня хочу рассказать не про это. Сегодня я познакомлю вас с сообществом, где уже нашли свой дом более 100 выброшенных на улицу отказников-лабрадоров и близких собак к этой породе. Да-да, вот и я когда-то не знала и даже представить не могла, что от таких собак могут отказаться. Часто некрасиво и жестоко, но не будем сейчас о грустном. Важно то, как можно помочь и стать частью цепочки добра. Просто знайте, на страничке Лабродяга ищут новый родной дом отказники-лабрадоры разного возраста, разного цвета, каждый со своей уникальной историей предательства и, конечно, есть классные трепетные истории об обретении нового доброго дома. Кто-то прямо сейчас ждет в самом обычном приюте, кому-то повезло попасть на временную домашнюю передержку. Кто-то, обычно кто помоложе, быстрее находит дом, а кто-то может ждать годами.
Все подопечные команды помощи лабрадорам прозрачны по здоровью, поведению, воспитанию. У каждого есть свой куратор, и все они пристраиваются в разные города, а иногда и страны. Так вот, чем же и как можно помочь и поучаствовать в судьбе этих добрых и классных лабродяг? Лучшая помощь всегда делом. Первое. Информация и ее распространение – это самая ценная помощь в таких делах. Репост с теплым душевным комментарием, рассказ знакомым и любая информационная поддержка. Это всегда большой шанс стать судьбой для одной большой собаки. Второе. Всегда можно помочь волонтерской домашней передержкой до окончательного пристройства и обретения постоянного дома. Подробнее о такой помощи есть большой раздел в аккаунте Лабродяга, но и главное, возможно, вы и сами думали взять собаку из приюта. Возможно, и никогда не знали, что в приютах много собак разных пород. И вдруг кто-то мечтает о лабрадоре. И кому-то все же важно именно сделать большое доброе дело и взять из приюта, а не покупать. Теперь вы знаете, что такого важного члена семьи можно принять в свои добрые сердца и руки, даже если это огромный лабропес. Все подробности на страничке Лабродяга в Инстаграме и в Телеграме. Все ссылки в описании. И помните, репост – это помощь. Спасибо. Все-таки мы были на Луне или Были, не были? 100%, абсолютно уверены. Доказательств достаточно. Были 100%. Вот. Именно так, как это описано. Именно так, как это описано. Именно так, как это описано. Никаких там нет. Почему тогда мы туда снова не летим? А, Чтобы, видите, вот этот заговор, он существует, да. почему бы его не развеять, что Ну, все развеет. так и... Развеет. Значит, мы не летели, как человечество, по двум причинам основным. Значит, первая причина: мы слетали, посмотрели и убедились, что, в общем-то, там особенно нечего делать. Так? Вот. То есть это правда. Так? Там можно было прилетать, и особенно нечего там делать. А вторая причина, что пока мы туда не летали, мы не то чтобы сидели сложа руки. Да? За время нашего нелетания на Луну эти ресурсы, на самом деле, вопрос тоже в том числе и ресурсов, да, вот, были направлены на такие замечательные вещи. Так? Вот все, о чем мы сегодня говорили, это большая часть этого, это все обнаружено, изучено, открыто, понято на те деньги, которые не были потрачены на полеты на Луну, так скажем. Так? Если бы мы летали на Луну, мы бы эти деньги замечательные потратили бы на Луну, но у нас не было бы ни телескопа Вебба, ни телескопа Хаббла, не было бы замечательных наземных телескопов, которые собирают информацию. У нас не было бы 4 великих обсерваторий, которые запустила администрация НАСА во всех спектрах, видимом, инфракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском, в радиоспектрах. Мы не слетали бы ко всем планетам Солнечной системы, включая даже несчастный Плутон, а мы слетали. Мы не высаживались бы на астероиды. Вот. То есть, как бы в обмен на наше нелетание на Луну мы сделали гораздо больше интересной науки. Марс гораздо более интересный, чем Луна. Вот. А на Марсе, так сказать, пожалуйста, уже, так сказать, луноходики бегают вовсю. Вот. Можно было бы променять на Луну, и, наверное, так сказать, вот идут потихонечку разговоры, и какие-то собираются полеты, всей душой за. Вот. Мы, безусловно, там были, и со временем, и доказательств, вот ей-богу, достаточно, то есть их просто надо смотреть. Вот, и нежелание признать полеты на Луну – это чисто политическое явление. Так, это, в общем, там, помимо политики, там предельно мало всего. Так, то есть там это просто политика. Вот. Ну, ладно. Вот. И поэтому вот, даже вот когда НАСА кончила летать на Луну, они запустили сразу на все планеты и 4 великих обсерватории. Про это почему-то не... Вот наши нелетальцы про это не говорят, так, потому что, кажется, создается впечатление, что сидели сложа руки. Нет, это не так. Деятельность была гораздо более активная, гораздо более продуктивная, чем простые полеты на Луну. Ну, вернуться со временем. Я думаю, китайцы первые. Да, тоже у меня почему-то такие мысли. Да. Мне кажется, им это нужно, им это важнее. Ну, хорошо. Вот.
Пусть Пусть хоть кто-то туда пусть уже кто-то еще полетит, раз да. полетит и Еще раз полетит, да. значит, да, так сказать, рано или поздно увидят все эти остатки, значит, человеческого там пребывания. Я думаю, это будет в течение, там, не знаю, 10-20 лет ближайших. Будет очень интересно посмотреть, как тогда, значит, комментировать нелетальцев. У И меня тем более есть, сейчас уже технологии другие, съемки и всего. да, ну, у меня Мгм. есть предложение. Вот в этом проблема, понимаете. Можно уже снять такое, что, так сказать, вот так и скажет. Вот, мы не будем им подсказывать. Вот. Ну да, так сказать, прилетим, походим, посмотрим. Э, Я думаю, что это будет как просто испытательный полигон для полета на Марс, может быть, дальше. Вот хорошая площадка. Пересадка. Как самоценность, я, честно говоря, не верю. Там гелий это добывать, это не особенно осмысленное занятие. Вот. Но как просто движение, как, так сказать, место, чтобы не оставаться на земле, всеми руками за. Да. Мы там будем. Спасибо за Да. суперклассный подкаст. Мне очень понравилось. Да. 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 Да, Давай. и зал. Как вы думаете, в какой области, направлении и так далее будет в ближайшее время сделан какое-то открытие, прорыв? Спасибо большое. У меня Да. еще такой вопрос. Где можно вас почитать, посмотреть? Ведете ли вы какие-то соцсети? Ну вот я знаю, что на лекции можно ходить иногда, Да. когда вы бываете Да. Да. здесь. Лекции в Мгм. Москве будут летом. Я не веду соцсети. Мгм. Я старомодный, извините. А комментарии вы прочитаете, которые напишут к нашему Комментарии я выпуску? читаю, да, комментарии Все, я читаю, супер, друзья, читаю пишите комментарии, вопросы. я комментарии Да. читаю к своим лекциям в обществе урания и в Московском астрономическом клубе, и, так сказать, вот прочитаю лекции с удовольствием. Все, Владимир А, Геннадьевич, спасибо вам Да, огромное. пожалуйста. Все. Я Я, получил я большое очень удовольствие. надеюсь, что до новых встреч. До новых Да, встреч. все, Да, спасибо. пожалуйста.